Ученые из университета Маквори разработали новые технологии для хирургии. Фонд Сколково сотрудничает с австралийскими учеными. Разработка, о которой я хочу рассказать, относится к нанотехнологиям, которые оказались востребованы медицинскими исследователями. Эти разработки относятся к возможности маркировать живую ткань. И, собственно, маркированная живая ткань может очень помочь медикам, которые делают операции. И, собственно, они могут разглядеть вот тот очаг, как мы называем, патологический, который, например, нужно удалять или который нужно лечить. При этом вот хирург может еще и увидеть и проверить последствия своей операции. Один из очень заметных специалистов, лауреат государственной премии, академик медицинской академии наук, сказал, что это очень востребовано, например, при операциях на мозге. Этот проект получил начало и получил свое развитие в России. Мы узнали о том, что образовался фонд Сколково, и мы стали так называемыми резидентами Сколково. Этот статус резидента уже, как мы считаем, очень, так сказать, хорошее достижение, потому что это позволяет нам, во-первых, достаточно комфортно и эффективно работать в компании. Так сказать, там есть налоговые послабления. Этот статус нужен для предоставления в налоговые органы, который дает право пользоваться всеми теми льготами, которые предусмотрены законом. Статус резидента Сколково дает право на самые тесные коммуникации с фондом, который готов будет и обязан осуществлять всестороннюю поддержку при реализации проекта. Мы получили доступ к целому диапазону сервисов, которые предоставляет Сколково. Один из них, например, оказался особенно полезен для этого проекта, в частности, патентования. И финансирует это патентование. The number of projects is 100 projects, and the total capex which is involved in this project is about $11 billion. And what is important for me that we as Rosnano are investing in those 11 billion less than 50%. And the most part of the capexes came from the private businesses. Этот проект не только мультидисциплинарный, но еще и международный. Потому что группа, которую я возглавляю здесь, в университете Маквори, ее направление исследовательское в большой степени синхронизировано с разработками, которые ведутся в России. Сколково, сама по себе идея, в основе Сколково в том, что обязательно требуется участие иностранного специалиста. Это было одним из обязательных условий, когда мы подавали на регистрацию. Да, так сказать, требуется, так сказать, участие иностранного специалиста, который имеет очень серьезную научную репутацию. Но ваш покорный слуга, так сказать, оказался подобным иностранным специалистом, собственно, репутацию которого эксперты признали. Идея организации Сколково состоит в том, чтобы привлечь не только финансирование отечественных или зарубежных спонсоров, например, но в том числе, чтобы привлечь эти, так сказать, силы, которые оказались распылены за рубежом после перестроечного, так сказать, периода. Я знаю, что многие соотечественники мои, то есть, как я называю, люди моей судьбы, люди, которые уехали за рубеж во время перестройки. Я знаю, что многие из них относятся, так сказать, с симпатией, с пониманием к тому, что собственно, происходит в России, и то, что пришло время платить долги. То есть мы получили, так сказать, очень хорошее образование, находясь в России в свое время. И, собственно, мы являемся выходцами из, собственно, русской школы, ученые. Поэтому наши успехи здесь, из того, что мы оказались в состоянии, допустим, утвердиться здесь, за рубежом, мы во многом обязаны тому, что мы являемся выходцами из этой русской школы. Я знаю много примеров, когда очень, так сказать, видные ученые за рубежом
участвовали и принимали участие, так сказать, в научной работе в России. Видно, что появляется много молодых ребят и девушек в России, которые реально мотивированы, которые реально заинтересованы в научной работе. И это вот сейчас уже явление, которое нельзя не заметить. То есть это, так сказать, определенно позитивное явление. Вот эта вот часть заменяет сухожилие. Здесь также осуществляется... Можно собрать макет на все тело, либо на отдельный фрагмент и подключить датчики к спинному мозгу, они бы считывали микроимпульсы, и, по сути, это новая жизнь. Есть много молодых ученых, которые готовы вот это поглощать, вот это новое знание, и отсутствие вот этого, так сказать, промежуточного звена между поколением, которое уже, так сказать, к сожалению, уходит, поколением, которое появляется. Вот мы, люди, которые, вот ученые, находящиеся за рубежом, можем восполнить. И мы, собственно, с удовольствием это делаем.